титановый корпус, сапфировое стекло, поддержка eSIM, двухчастотный диапазон GPS, оффлайн карты, поддержка алгоритмов Suunto Sport. Кстати, на подобные часы у меня уже были обзоры, еще будут. Suunto интересные штуки, но очень дорогие. Удобное управление, система HyperOS от Xiaomi, время автономной работы до 15 суток, используя Bluetooth подключение, AMOLED-экран с диагональю в 1,43 дюйма, поддержка технологии Always On Display, водонепроницаемость стандарта 5 атмосфер, сертификация EN 13319 и возможность погружения на глубину до 40 метров. И это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Watch S4 Sport. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется S4 Sport в белой продолговатой упаковке с изображением и названием модели, а также краткими характеристиками. Упаковка хорошая, в комплекте у нас смарт-часы с ремешком, краткое руководство, зарядное устройство с пинами, что, конечно, не очень радует. Вес модели 74,8 грамма, а габариты следующие: 51,5 мм на 55 на 14,4 мм. Ширина ремешка стандартная 22 мм. Охват запястья от 135 до 205 мм. Это удобно. Фактически всем подойдут по размеру. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Седьмые выйдут, буду их, скорее всего, разыгрывать. Для участия в розыгрыше необходимо просто подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Всем, кто оставит любой комментарий под любым из роликов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту, я знаю, что это не из-за розыгрыша у 99%. И кто смотрит, отдельное спасибо. Перейдем же к смарт-часам. У меня на руках, разумеется, китайская версия данной модели. Сразу отмечу, что есть версия с поддержкой eSIM и есть версия с поддержкой Bluetooth вызовов без eSIM. В стоке завести eSIM возможности нет, так как в приложении доступны только китайские операторы, что в принципе неудивительно. Смарт-часы работают на операционной системе HyperOS, русского перевода нет, но есть английский. Как мы уже знаем, сторонние приложения на нее не устанавливаются. По крайней мере, информацию об этом я не встречал. А также, чтобы подключить данную модель к приложению Mi Fitness, необходимо поменять регион в приложении на Китай. Поставляется S4 Sport, по всей видимости, только в единственной расцветке корпуса. В продаже можно заметить только другие ремешки. Корпус смарт-часов выполнен из топовых материалов. Это титановый сплав и сапфировое стекло. Ремешок быстросъемный, и выполнен он из очень качественного материала. Крепление стандартное, металлическая застежка слегка модернизированная. И вы думаете, что все идет к тому, что девайс просто топ? Вы ошибаетесь. Дизайн модели интересный, выглядят смарт-часы внушительно, и при этом всем они не громоздкие. Во время носки не мешаются, как и во время сна. Ремешок удобный, запястье под ремешком слегка потеет, но ремешок не натирает. Далее, на корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки с пинами, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту датчик сердечного ритма, включая SPO2, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик давления воздуха, глубиномер, датчик температуры кожи, датчик внешней освещенности. Далее, с правого торца расположили 3 механические кнопки. Верхняя отвечает за переход к тренировкам, но данную команду можно изменить. Нижняя кнопка отвечает за возврат, а зажатием можно перейти во вкладку с перезагрузкой, выключением, подключением к новому смартфону и сбросом устройства. Кнопка посередине, а именно кнопка колесика, отвечает за переход в меню, в некоторых случаях за выбор, а в других за возврат, что очень неудобно. Также на зажатие в стоке была зашита команда на включение голосового помощника Mi AI, который понимает только китайский язык, но хорошо, что его можно отключить в настройках. Управление неудобное, к нему сложно привыкнуть, так как реализовали стандартные они команды непонятно. Ко всему, если носить смарт-часы ближе к ладони, то часто будут встречаться ложные срабатывания вызова голосового ассистента, если его не отключить. Плюсом только отнесу функцию прокрутки, которая имеет действительно приятный виброотклик во время прокрутки. В приложении можно назначить экстренный номер, и 3 нажатиями на нижнюю кнопку совершается вызов по этому номеру. Также с добавленным экстренным номером можно включить функцию обнаружения падения. Летим дальше. С фронтальной части находится слегка утопленный AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, частота обновления экрана до 60 Гц и плотность пикселей 326 ppi. Проблем с отображением серого цвета нет, как в прошлых моделях, сам экран хороший, но ничего нового. Рамка есть, но она минимальная. Скроллинг плавный, анимации не обрезанные, перемещаться по интерфейсу удобно. Шрифт хорошо читаемый, яркость по моим замерам 830 люксов в режиме фонарика, а в системе экран показывает 800 люксов. Яркость не топовая, но ее достаточно для повседневного использования. Яркость регулируется PAL, зумком, автояркость на борту, и работает она корректно. Время до отключения экрана максимум
минимум 5 минут. Always on Display также присутствует, работает он по расписанию или в смарт-режиме. Стиль AODA зависит от циферблата, но также есть 5 предустановленных стилей, которые можно слегка персонализировать. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и двойной тап для пробуждения, все работает без нареканий, что можно сказать и про активацию экрана при поднятии запястья. На смарт-часы можно установить пароль, настроить жесты для удобного использования смарт-часов, также есть режим «Не беспокоить», спящий режим и 2 стиля отображения меню. По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, иконки приложения отображаются, как и смайлики, длинный текст прочитать возможность есть. Но отвечать на уведомления возможности нету, даже заготовок нет. Свайп снизу вверх — это панель быстрого доступа, в которой есть продувка, динамика, переход к настройкам, фонарик и не только. Но вот отрегулировать яркость через панель быстрого доступа не получается. Слева направо и наоборот виджеты, которые разбиты по ячейкам, настроить порядок виджетов возможность есть, как и настроить ячейки и сортировать приложения в меню. Но вот персонализации панели быстрого доступа я не обнаружил. Далее в меню много ненужных китайских приложений, помимо них приложения для управления устройствами, подключенными к приложению Mi Home, погода с подробным прогнозом, календарь, события, заметки, диктофон, что очень даже удобно, секундомер, таймер, многозадачность. Смарт-часы не поддерживают, и это прям странно. Вкладки с недавно открытыми приложениями нет, таймер на фоне не запустить, как и секундомер. Прям хуже некоторых браслетов получается по функционалу. Но не будем. Тренировку не свернуть, и это прям огромнейший минус, учитывая их стоимость. Далее в меню есть Bluetooth кнопка для съемки, даже в стоковом приложении камера на смартфоне, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, мировое время, поиск смарта, калькулятор, фонарик, настройка и Alipay. К слову, в приложении можно добавить карты транспорт и создать карту-ключ. Возможно, кому-то и удастся завести ключ-карту, чаще всего у кого-то получается, но здесь нужно шаманить. Просто ничего не получится, все заточено под Китай. Опять же, в китайской версии. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, в меню есть музыкальный плеер. Загружать музыку на смарт-часы возможность есть, что удобно. Выделенной внутренней памяти на борту 28 гигабайт, но это не только для музыки, но и для офлайн карт. О них мы поговорим позже. В настройках помимо перечисленного можно включить режим энергосбережения, настроить звук и вибрацию, вибромотор тактильно приятный и не слабенький, динамик громкий, плюс качество звука хорошее. Разговаривать через смарт-часы возможность есть, так как поддерживается функция Bluetooth вызовов. Заготовки для быстрых ответов можно добавить через приложение. На смарт-часах есть контакты, которые можно добавить до сотни штук, недавние вызовы и набор номера. Летим дальше. Bluetooth-версии установлен 5.2, подключить нагрудный датчик нельзя, но можно подключить Bluetooth наушники к смарт-часам или Bluetooth колонку. Тренировок на борту более чем достаточно, автоматическое определение активности на борту, также есть отслеживание плавания, интервальные тренировки, компас, различные настройки для тренировок, шаблоны для бега, различные вспомогательные данные во время дайвинга и статистика после тренировок. GPS данной модели двухчастотный с поддержкой Beidou, GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. Загружать маршрут на смарт-часы возможность есть, но у меня не получилось импортировать маршруты. Что касается офлайн карт, реализовано это дело очень плохо. Просто зайти в приложение и скачать офлайн карту в вашей местности возможности, к сожалению, нет. Только при подключении смарт-часов к ПК через зарядное устройство. Да, офлайн карт России, кстати, я не нашел. Может быть, они появятся в глобалке. Так что на данный момент это дело абсолютно бесконечно бесполезное. Построение маршрута довольно точное, за что отдельный плюс. Теперь, что касается части с измерением показателей здоровья. Пульс работает в авторежиме и автоматическом режиме с выбранным интервалом. SPO2 и уровень стресса измеряется в автоматическом режиме в состоянии покоя. Разумеется, все эти показатели можно измерять вручную. Функция мониторинга сна, отслеживание фаз сна, а также есть бета-функция отслеживания дыхания во время сна. Все здесь есть. Отход ко сну и пробуждение фиксируется точно, измерение пульса показывает приближенные к реальности показатели. Также для удобства можно обнаружить оценку витальности, мониторинг за легкой активностью, статистику, дыхательные тренировки, барометр, измерение температуры кожи и не только. В целом, по основным функциям измерения показателей здоровья вопросов у меня к ним нет, но также данная модель поддерживает измерение порога лактозы во время тренировки. Да, кто бы нам сказал 30 лет назад, что это надо будет для того, чтобы с ракеты или 20-ку нормально пробежать. Но это дело настолько не внушает доверия, даже с учетом того, что Xiaomi сотрудничали с производителем часов Suunto, которые тоже не волшебны в этом, во всяком случае по моим тестам. Емкость аккумулятора 586 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 15 минут. По моим тестам с обыкновенным сценарием использования с автоматической регулировкой яркости без AODA их хватает на 6,5 суток, что является отличным результатом. Водонепроницаемость стандарта 5 атмосфер с сертификацией EN 13319 и возможностью погружения на глубину до 40 метров. Разумеется, во время тестирования они не раз оказывались в воде, по итогу с ними все отлично. Внешне они никак не пострадали, плавать с ними можно, как и принимать душ. Приложение Mi Fitness
Подключаются часы быстро. Мне сразу же прилетело обновление. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В первой вкладке можно посмотреть весь мониторинг здоровья. В настройках смарт-часов все стандартно. Также есть магазин циферблатов, и на выбор их достаточно. Ко всему есть персонализированные кликабельные циферблаты. И любую фотографию на заставку можно установить. Магазина с приложениями нет. Минусы: неудобное управление через механические кнопки, старенький Bluetooth-чип, зарядка с пинами, нет возможности подключить нагрудный датчик, нет полноценной мультизадачности, нет быстрых ответов на уведомления. ПО, с учетом, что это не первая модель на HyperOS, до сих пор сырой. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Уровень ценопада иногда на Али, пусть даже локально по времени, но опять же, если следить. 25 тысяч недавно Realme 13 Pro Plus стоил, 13 Pro за 21 с копейками, в 19 с копейками стоил у нас Xiaomi Poco X6 Pro, и Redmi Note 13 Pro Plus последний час распродажи стоил 22 с копейками. То есть примерный порог, вы понимаете, того, на что можно рассчитывать. Резюмирую. Умные часы Xiaomi Watch S4 Sport, китайские версии совсем не актуальные для использования в РФ. Понятия не имею, как я их буду продавать теперь. Система в использовании стала топорнее и неудобнее. Если убрать весь заявленный функционал, который работает только в Китае, то эта модель такая же, как Watch S3, только за 8000. И она особо не отличается, конечно, если не брать в расчет материалы. По материалам действительно S4 Sport просто великолепная. В остальном цена люто завышена. Денег они своих однозначно сегодня не стоят. Смотрим, что они сделают в глобалке. И дальше от этого будем танцевать. На глобалку, наверное, обзор я тоже сделаю. Напишите, сделать или нет. Напоминаю, что за любую активность под роликом, дис, коммент хейтерский или нет, или еще что-то, всем огромнейшее спасибо. Знаете, вы безумно помогаете проекту. Поэтому от меня девайсу нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.